Здравствуйте, с вами Руслан Нагорнюк из школы боя УВЭЙ. В этом уроке мы покажем, как научиться делать броски или сваливание партнера в борьбе. Принцип сваливания мы называем ножницы. Вы сейчас увидите, как в реальных условиях спортсмены используют этот принцип. Первое упражнение – это изучить анатомию, как можно воздействовать на партнера. Для начала, чтобы понять этот принцип, давайте рассмотрим партнера как прямоугольник. Весь голова как прямоугольник. Вот угол один, вот угол второй, только с этой стороны. Также вот здесь можно рассматривать. Потом корпус, туловище, тоже угол, угол, углы. Потом, например, пошла кисть. Также кисть, угол, угол, вот здесь углы. Как мы делаем сваливаем ножницы? Ножницы срезают вверх и низ. Ну вот, например, голова. С этой стороны как бы угол такой. И вот здесь под ухом мы как бы срезаем просто. Немножечко срезали и надавили вниз. Вот он упал. Также раз, два. Вот стоим. Да. Здесь с шеей очень надо аккуратненько работать, потому что очень сильно можно травмировать. Поэтому мы здесь мягко показываем. Раз, да, и навалил, упал. Здесь на кадык надавили, раз, и тоже падает. Что касается корпуса. С этой стороны я ставлю руку на плечо. Здесь по диагонали и тоже скручивание такое, как срезаем. Раз, срезали. В обратную сторону тоже. Раз, срезали. Это по диагональное срезание у нас. Прямые срезания. Вот здесь тоже на кадык немножечко, а здесь на копчик, и оно как бы идет сваливание. В другую сторону мочевой пузырь, пальцем, да, мы надавили и сваливается. Сбоку также плечо, здесь немножко выше тазовой косточки, можно пальцем немножко тоже надавили, немножко как бы вперед продавливаем и вот также сваливаем. Бедро. Под коленом один сустав, вот здесь тазобедренный, другой сустав, и мы пробуем как бы срезать. Вот. Попробовать срезать и в другую сторону. Не совсем удобно, но можно тоже. Здесь как бы в сустав упираемся, в колено и голень. Вот здесь верхний сустав, вот внизу сустав, и пробуем срезать как ножницы. Вот. Здесь удобнее ногой просто. Вот раз, немножко прошло. За счет того, что стопа стоит, она не двигается, то можно просто двигать один край. В другую сторону я фиксирую стопой этот сустав и коленом уже как бы двигаю вперед. Он может упасть. Главное видеть вот эти углы. В сторону можно срезать, фиксирую с одной стороны и с этой буду делать движение. Только здесь я немножечко как бы выкручиваю как бы на себя и вот так он упадет. Это сделал руками. Также можно ногами срезать. Уже зафиксировал немножечко колено и сдвинул. С этой стороны тоже раз. Видите, коленом пробую срезать. Следующее упражнение. Мы уже пробуем подходить и делать как бы одним движением вот такое сваливание. Начинаем, например, там, с головы. Я подхожу, раз, и повалил. Он стоит, как просто сейчас мне ассистент. Да, сбоку подхожу, так, и свалил. Да, потом... Вот это сваливание очень хорошо, когда мы руку ставим на лицо, немножко нос продираем, тогда за счет этого еще легче получается. Но очень важно правильно сделать. Корпус. Также корпус. В таких обычных жизненных условиях мы можем подойти там где-то, да, и попробовать свалить. За счет резкого нажатия на мочевой пузырь очень легко сваливается партнер. Да. Если немножко сбоку где-то мы стоим, да, сбоку. И вот так пробуем, изучаем. Пошли. Вот попробовали, потом партнер нет, и мы меняемся. Следующий уровень отработки, это уже мы немножечко начинаем легкая такая возня, борьба, как бы, и пробуем друг другу уже делать какие-то вот воздействия на голову, на корпус, там уже договариваемся. Двигаемся, да, раз, немножечко подвалил. Колено сработало.
Не надо стараться силой завалить. Стараемся искать наиболее легкий и мягкий путь. Вот. Ищем, изучаем, медленно изучаем, как можно легко надавить, чтобы партнера вывести из равновесия. Ищем правильные углы. Следующая ошибка – это неправильное направление силы, моей силы. Вот взял просто и толкнул. Вроде как на угол поставил и как бы толкнул, но не падает. Надо толкать и смотреть, как он реагирует, и продолжать двигать в том же направлении. Вот, как бы толкай. То есть прикладывать усилия до конца, до падения партнера. Раз. И упал. До самого конца. Часто бывает, там делают раз, и все. Нет, вариант нет. Раз, два, три, четыре, пока не упадет. Очень важно. Или здесь, например, там толкнул и все чуть-чуть. Нет. Здесь важно до конца. До конца дожимать, чтобы уже партнер упал. В этом принципе ножницы самое важное, это, конечно, практика. Попробовать и медленно изучать, выкладывать, как на музыкальных инструментах выкладывать пальцы, так и здесь выкладывать, изучать, как реагирует тело партнера, чтобы свалить. Причем на каждом партнере эта техника может применяться по-другому, чуть-чуть, в зависимости от его конституции. Преимущество, что вам не надо будет изучать много разных приемов. Вы взяли тело и пробуете, экспериментируете, и вы будете сами создавать свои приемы, сами будете формировать свою технику, свой боевой арсенал. Используя вот этот принцип ножницы, вы в любом положении сможете сделать бросок. Этот принцип не требует большой силы прикладывания. Как раз правильная техника, и нажимая на правильные зоны, на правильные точки, с правильным направлением, вы сможете сделать относительно легко свой бросок. Возникшие вопросы и предложения пишите в комментариях. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и до встречи на новых уроках.